Всем привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами приятной новостью. У нас во дворе в этом году опять начали менять асфальт. В прошлом году меняли, и в этом году опять заплаточный ремонт. Хотя не сказать, вот асфальт как асфальт был. Вот видите? И тут такой же был. Мы его сняли. Я не понимаю, у нас что, бюджет резиновый? Вот здесь была огромная яма. Можно было ее заделать. И все. Нет, они все поснимали. Там тоже все сняли. Вот чтобы вот здесь на парковке вот сделали такие ямы. Вот здесь ничего не будут делать. Не сняли асфальт. Ямы так и оставят. Вот эти. Им нравится. А где был ровный асфальт, там все поснимали. Вот такие у нас работники. Асфальт девать некуда. Бюджет огромный. Ну, все поснимали. Да-да. Подумаешь, 100 тысяч. Вон люди миллиардами воруют и ничего. Гуляют. Это твой первый... Не сказать, чтобы тут было не проехать. Сейчас я вам покажу, какие дороги у меня на работе. В комендантском тупике. Вот где надо ремонтировать. А не ровный асфальт снимать. Ну что тут снимать? Тут был обыкновенный асфальт, тут такой же, новый. Кто-нибудь скажет мне, зачем это все делается? Сейчас переедем на работу, и я вам покажу, какой у нас асфальт. Ну, это здесь у нас во дворе. Каждый год все что-то делают. Снимают хороший асфальт, ставят еще лучше. Ну вот, мы с вами перебрались в комендантский 59. Вот видите здесь какие дороги. Яма прямо на середине. 7 сантиметров глубина. Комендантский 59. Но это еще фигня. Сейчас мы пойдем на улицу Глухарская, которая улица вообще ничья, и увидите, что там творится. Ну вот, начинаются. Ну это еще мелочь. Это как раз под колесом яма будет. И вот мы выходим на эту знаменитую улицу Глухарскую. Вот они. Это выезд с Комендантского. Вот такой выезд. Прикольный. Оп, только на джипах. Асфальта здесь вообще нет. Вот там тупик. Улицы такой нет. А здесь посмотрите. Это улица Глухарская. Такая улица. Кому на Руси жить хорошо. Так вот и ездят. Интересно, как он поедет. О, в объезд. Вот это яма. Нехило.
Самое главное, что здесь никто ничего не собирается делать. Денег нет. Асфальт здесь нормальный, считают. Ничья улица. Как ситцевая. А тут вообще бублигум. Вот где должна была быть улица. Здесь только или по зимнику, или по летнику. По летнику ездить. Ничего нет. Как в деревне. На тракторах. Заброшенная улица Глухарская. Там тоже тупик. Там улица кончается. Там несколько метров. И все. И конец улицы. Вот так вот и живем. Все воруем, воруем. Да можно не кричи, там все точно. А я вас больше не потревожит. Послушайте, а как вам это удалось? Олег Михайлович, коррупцию победит еще больше коррупция. Про дворики так вообще отдельная песня. Какие здесь дворики, какие пруды, какая арматура. Бетон с арматурой. Ну видишь, как вот человеку ехать. Но никто здесь не будет ремонтировать. Эта дорога нормальная. Это не на Ильюшина. Такие ямы. В общем, об этих дорогах можно говорить вечно. Только этого никто не слышит. Пишите, друзья, как вам дороги в Санкт-Петербурге. Ну, дворы я не буду показывать. У меня в нашем видео есть комендантский тупик. Дворики с прудами. Все разворовано. Должна быть школа, садик. С 18-го года вот это все дома стоят. Ни дорог, ничего нет. Люди борются с администрацией. Но бюджет пустой. Денег нет. Но вы держитесь. Вот посмотрите, сегодня утром я свежие новости прочитал. У взяток выявлена недостача. Исчезли активы на 400 миллиардов рублей. Изъятые в доход государства по коррупционным делам. Генпрокуратура заявила в 2024 году, что было изъято ценностей и активов на 504 миллиарда. А при этом сегодня Счетная палата и Росимущество в ответ на запрос депутата из КПРФ сказала, что чуть больше 114 миллиардов уже осталось. Я думаю, что этого депутата Обухова скоро объявят иноагентом или еще что-нибудь с ним сделают, что он сует нос не в свои дела. В этой стране Безруков правильно сказал, коррупцию победит еще большая коррупция. Только где будем мы в это время, пока они там воюют? Ладно, всем пока-пока. Спасибо, кто досмотрел до конца дороги Санкт-Петербурга. Все, до следующих видео.